хотела поговорить о причинах Первой мировой войны. Это первая часть, всего их будет две. Итак, выявление причин Первой мировой войны остается дискуссионным вопросом. Первая мировая война началась на Балканах 28 июля 1914 года, а военные действия закончились 11 ноября 1918 года, в результате чего 17 миллионов человек погибли и 25 миллионов получили ранения. Более того, гражданскую войну в России во многих отношениях можно считать продолжением Первой мировой войны, как и различные другие конфликты, непосредственно после 1918 года. Ученые, рассматривающие долгосрочную перспективу, пытаются объяснить, почему две соперничающие группы держав, Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя против Российской империи, Франции, Британской империи вступили в конфликт к началу 1914 года. Они рассматривали такие факторы, как политическая, территориальная и экономическая конкуренция, милитаризм, сложная сеть союзов и объединений, империализм, рост национализма и вакуум власти, созданный упадком Османской империи. Другие важные долгосрочные или структурные факторы, которые часто изучаются, включают неразрешенные территориальные споры, предполагаемое нарушение европейского баланса сил, запутанное и фрагментированное управление, гонку вооружений и дилеммы безопасности, культ наступления и военное планирование. Ученые, стремящиеся к краткосрочному анализу, сосредотачиваются на лете 1914 года и задаются вопросом, можно ли было остановить конфликт или же более глубокие причины сделали его неизбежным. Среди непосредственных причин были решения, принятые государственными деятелями и генералами во время июльского кризиса, который был спровоцирован убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда националистом Гаврила Принципом, которого поддерживала националистическая организация в Сербии. Кризис обострился по мере того, как к конфликту между Австро-Венгрией и Сербией присоединились их союзники Россия, Германия, Франция и в конечном счете Бельгия и Соединенное Королевство. Другие факторы, которые сыграли свою роль во время дипломатического кризиса, приведшего к войне, включали неправильное восприятие намерений. Например, вера немцев в то, что Британия сохранит нейтралитет, фаталистическую веру в неизбежность войны и плюс скорость, с которой кризис обострился. Все это связано с задержками и недоразумениями в дипломатических сообщениях. Кризис последовал за серией дипломатических столкновений между великими державами Италией, Францией, Германией, Великобританией, Австро-Венгрией и Россией по европейским и колониальным вопросам за десятилетия до 1914 года, которые привели к высокой напряженности. А причину публичных столкновений можно проследить в изменениях в балансе сил в Европе, которые происходили с 1867 года. Консенсус относительно истоков войны остается недостижимым, поскольку историки расходятся во мнениях по ключевым факторам и по-разному акцентируют внимание на множестве факторов. Это усугубляется тем, что исторические аргументы меняются с течением времени, особенно по мере того, как становятся доступны засекреченные исторические архивы, а также по мере изменения взглядов и идеологии историков. Самое глубокое разделение среди историков существует между теми, кто рассматривает Германию и Австро-Венгрию как движущие силы событий, и теми, кто фокусируется на динамике власти среди более широкого круга действующих лиц и обстоятельств. Вторичные линии разлома существуют между теми, кто считает, что Германия намеренно планировала европейскую войну, теми, кто считает, что война была в значительной степени незапланированной, но все же была вызвана главным образом тем, что Германия и Австро-Венгрия пошли на риск, и теми, кто считает, что некоторые или все другие державы, Россия, Франция, Сербия, Великобритания, сыграли более значительную роль в развязывании войны, чем традиционно предполагалось.
июня 1914 года эрцгерцог Франц Фердинанд, предполагаемый наследник австро-венгерского престола, и его жена София были застрелены 2 выстрелами из пистолета Сараева Гаврила Принципом. Это убийство имело большое значение, поскольку Австро-Венгрия восприняла его как экзистенциальный вызов и таким образом рассматривала как создание повода для войны с Сербией. Императору Францу Иосифу I было 84 года, и поэтому убийство его наследника, совершенное незадолго до того, как он, вероятно, должен был передать корону, было расценено как прямой вызов империи. Многие министры в Австрии, особенно Берхтольд, утверждали, что нужно отомстить. После убийства Австро-Венгрия стремилась нанести военный удар по Сербии, продемонстрировать свою собственную силу и ослабить сербскую поддержку югославского национализма, рассматривая его как угрозу единству своей многонациональной империи. Однако Вена, опасаясь реакции России, главного сторонника Сербии, добилась гарантии от своего союзника Германии, что Берлин поддержит Австрию в любом конфликте. Германия гарантировала свою поддержку посредством так называемого карт-бланша, полная свобода действий, но призвала Австро-Венгрию быстро атаковать, чтобы локализовать войну и избежать втягивания России. Однако австро-венгерские лидеры будут совещаться до середины июля, прежде чем решат предъявить Сербии жесткий ультиматум и не нападут без полной мобилизации армии. Тем временем Франция встретилась с Россией, подтвердила свой союз и согласилась поддержать Сербию против Австро-Венгрии в случае войны. Австро-Венгрия выдвинула свой ультиматум Сербии 23 июля. Прежде чем Сербия ответила, Россия отдала приказ о тайной, но заметной частичной мобилизации своих вооруженных сил. Хотя военное руководство России знало, что оно еще недостаточно сильно для всеобщей войны, оно считало, что недовольство Австро-Венгрии Сербии было предлогом, организованным Германией, и считало силовой ответ лучшим вариантом действий. Частичная мобилизация в России, первая крупная военная акция, повысила готовность Сербии противостоять угрозе нападения Австро-Венгрии. Это также встревожило руководство Германии, которое ранее не предполагало необходимости воевать с Россией раньше Франции. В то время, как Соединенное Королевство было присоединено к союзу с Россией и Францией, многие британские лидеры не видели веских причин для военного вмешательства. Великобритания неоднократно предлагала выступить посредником, а Германия давала различные обещания попытаться обеспечить британский нейтралитет. Однако, опасаясь возможного захвата Германии и Франции, Британия вступила в войну против Германии 4 августа и использовала немецкое вторжение в Бельгию для мобилизации народной поддержки. Очевидная причина вооруженного конфликта, убийство эрцгерцога, уже стала побочным эффектом более масштабной европейской войны. В августе 1914 года журнал The Independent описал убийство Франца Фердинанда и его жены в июне как прискорбную, но относительно незначительную причину. Финансовая система мира находится в хаосе, международная торговля приостановлена, промышленность повсюду деморализована, семьи разрушены, и миллионы мужчин в Европе взялись за оружие с намерением убивать друг друга. Можно усомниться в том, что эрцгерцог стоит всей этой бойни, добавил журнал. В журнале обсуждались и отвергались этническая принадлежность, раса, религия, национальность,
национальные интересы как мотивы для войны. The Independent пришла к выводу, что так нелепа и трагична ситуация, возникшая в результате выживания устаревшего суеверия о балансе сил, то есть теории о том, что процветание одной нации наносит ущерб другим. Большинство людей, вовлеченных в нынешний конфликт, не имеет ни расового антагонизма, ни экономических интересов в качестве оправдания для вражды. Они не более враги, чем красные и синие, на которых делится армейский корпус для учебных маневров. Но теперь ружья заряжены, и тем, кто их носит, нечего сказать о том, в кого они будут стрелять. Единственная неожиданная вещь в нынешней европейской войне – это дата ее начала, добавил журнал. Позже, в том же месяце, ни одна война в истории не ожидалась так долго, к ней так тщательно готовились, и так тщательно все обсуждалось не только в тайных советах, но и в прессе всех стран. Каждый европейский солдат знал, где хранятся его униформа и винтовка. Он также думал, что знает, где ему предстоит сражаться, с кем ему предстоит сражаться и когда. Чтобы понять долгосрочные истоки войны 1914 года, важно понять, как державы сформировались в две конкурирующие группы, у которых были цели и враги. К августу 1914 года обе группы включали Германию и Австро-Венгрию с одной стороны и Россию, Францию и Великобританию с другой. В 1887 году сближение Германии и России было обеспечено посредством секретного договора о перестраховании, заключенного Отто фон Бисмарком. Однако в 1890 году Бисмарк отстранился от власти, и действие договора было прекращено в пользу двойственного союза 1879 года между Германией и Австро-Венгрией. Это развитие событий приписывалось графу Лео фон Каприви, прусскому генералу, сменившего Бисмарка на посту канцлера. Утверждается, что Каприви признал личную неспособность управлять европейской системой так, как это делал его предшественник, и поэтому современные деятели, такие как Фридрих фон Гольштейн, посоветовали ему следовать более логичному подходу, в отличие от сложной и даже двуличной стратегии Бисмарка. Таким образом, договор с Австро-Венгрией был заключен, несмотря на готовность России внести поправки в договор о перестраховании и пожертвовать положением, называемым очень секретными дополнениями, которое касалось турецких проливов. Решение Каприви также было продиктовано убеждением, что договор о перестраховании больше не нужен для обеспечения нейтралитета России. Не обладая способностью к стратегической двусмысленности Бисмарка, Каприви проводил политику, направленную на то, чтобы заставить Россию добросовестно принять обещание Берлина и поощрять Санкт-Петербург. То есть Петербургу вступить в прямое взаимопонимание с Веной без письменного соглашения. К 1882 году двойственный союз был расширен и включена была Италия. В ответ Россия в том же году заключила франко-русский союз, прочные военные отношения, которые должны были продлиться до 1917 года. Этот шаг был продиктован потребностью России в союзнике, поскольку она переживала массовый голод и рост антиправительственной революционной активности. Альянс постепенно выстраивался на протяжении многих лет, начиная с того момента, когда Бисмарк отказался от продажи российских облигаций в Берлине, что привело Россию на парижский рынок. Это положило начало расширению финансовых связей России и Франции, что в конечном итоге помогло поднять франко-русскую антанту на дипломатическую и военную арены. Стратегия Каприви, по-видимому, сработала, когда во время начала боснийского кризиса 1908 года Германия успешно потребовала от России отступить и демобилизоваться. Когда позже Германия попросила Россию о том же, Россия ответила отказом, что в конечном итоге способствовало ускорению войны. Некоторые отдаленные истоки Первой мировой войны можно увидеть в результатах и последствиях франко-прусской войны и одновременного объединения Германии. Германия одержала решительную победу и создала могущественную империю, но Франция погрузилась в хаос и пережила многолетний спад своей военной мощи. После аннексии Германии и Эльзаса-Лотарингии между Францией и Германией усилилась вражда. Аннексия вызвала широкое негодование во Франции, породив стремление к мести, известное как реваншизм. Настроения французов были основаны на желании отомстить за военные и территориальные потери и вытеснения Франции как выдающейся континентальной военной державы.
Бисмарк опасался стремления Франции к реваншу и добился мира, изолировал Францию и уравновесив амбиции Австро-Венгрии и России на Балканах. В последние годы жизни он пытался умиротворить французов, поощряя их зарубежную экспансию. Однако антигерманские настроения сохранялись. Франция в конечном счете оправилась от своего поражения, выплатила военную контрибуцию и восстановила свою военную мощь. Однако Франция была меньше Германии по численности населения и промышленности, и поэтому многие французы чувствовали себя неуверенно рядом с более могущественным соседом. К 1890 годам стремление к реваншу за Эльзас-Лотарингию уже не было главным фактором для лидеров Франции, но оставалось силой в общественном мнении. Жюль Камбон, посол Франции в Берлине, упорно трудился, чтобы добиться разрядки, но французское правительство понимало, что Берлин пытается ослабить Антанту и не был искренним в стремлении к миру. Французский консенсус заключался в том, что война неизбежна. После смещения Бисмарка в 1890 году усилия Франции по изоляции Германии увенчались успехом. С образованием тройственной антанты Германия начала чувствовать себя окруженной. Министр иностранных дел Франции Теофиль Дель Кассе приложил немало усилий, чтобы добиться расположения России и Великобритании. Ключевыми вехами были Франко-Русский союз 1894 года, Сердечное соглашение с Великобританией 1904 года и Англо-Русская конвенция 1907 года, которая привела к образованию тройственной антанты. Неформальное сближение Франции с Великобританией, ее формальный союз с Россией против Германии и Австрии в конечном итоге привели к тому, что Россия и Великобритания вступили в Первую мировую войну в качестве союзников Франции. Британия отказалась от своей политики блестящей изоляции в 1900-х годах после того, как она была изолирована во время Второй Англо-Бурской войны. Немного поясню насчет блестящей изоляции. Блестящая изоляция – термин, используемый для описания британской дипломатической практики XIX века, заключавшийся в избегании постоянных союзов, особенно в период с 1885 по 1902 год. В 1902 году был заключен Англо-Японский союз. Сам термин был придуман в январе 1896 года канадским политиком Джорджем Фостером. И далее Великобритания заключила соглашение, связанное с колониальными делами со своими двумя основными колониальными соперниками с Францией, англо-французское сердечное соглашение в 1904 году, и России, англо-русское соглашение 1907 года. Некоторые историки рассматривают присоединение Великобритании главным образом как реакцию на напористую внешнюю политику Германии и наращивание военно-морского флота с 1898 года, что привело к англо-германской гонке военно-морских вооружений. Другие ученые, в первую очередь американо-шотландский историк Нил Фергюсон, утверждают, что Британия предпочла Францию и Россию Германии, потому что Германия была слишком слабым союзником, чтобы обеспечить эффективный противовес другим державам, и не могла обеспечить Британии имперскую безопасность, которая была достигнута соглашениями Антанты. По словам британского дипломата Артура Николсона, для нас было гораздо невыгоднее иметь недружественных Францию и Россию, чем недружественную Германию. Фергюсон утверждает, что британское правительство отвергло предложение Германии о союзе не потому, что Германия начала представлять угрозу для Великобритании, а наоборот, потому что они поняли, что она не представляет угрозы. Тройственную антанту часто сравнивают с тройственным союзом, но многие историки предостерегают от такого сравнения. Антанта, в отличие от тройственного союза, не была союзом взаимной обороны, и поэтому в 1914 году Британия чувствовала себя свободной принимать свои собственные внешнеполитические решения. Как отметил представитель Министерства иностранных дел Великобритании Айра Кроу, фундаментальный факт, конечно, заключается в том, что Антанта – это не альянс. В случае крайней необходимости может оказаться, что в нем вообще нет вещества, ибо Антанта – это не более чем образ мысли, взгляд на общую политику, который разделяют правительства стран, но который может быть или становиться настолько расплывчатым, что теряет всякое содержание. Серия дипломатических инцидентов между 1905 и 1914 годами усилила напряженность в отношениях между великими державами и укрепила существующие связи, начиная с первого марокканского кризиса.
Первый марокканский кризис был международным спором между мартом 1905 и маем 1906 годов о статусе Марокко. Кризис ухудшил отношения Германии как с Францией, так и с Великобританией, помог обеспечить успех союза Великобритании и Франции. По словам историка Кристофера Кларка, англо-французский союз был скорее усилен, чем ослаблен вызовом Германии и Франции в Марокко. Из-за этого кризиса Испания обратилась к Соединенному Королевству и Франции и подписала Картахенский пакт 1907 года. Испания получила британскую помощь в строительстве нового линкора класса «Испания». В 1908 году Австро-Венгрия объявила о своей аннексии Боснии и Герцеговины. Это заявление нарушило хрупкий баланс сил на Балканах и привело в ярость Сербию и подславянских националистов по всей Европе. Ослабленная Россия была вынуждена смириться с унижением, но ее Министерство иностранных дел по-прежнему рассматривало действия Австро-Венгрии как чрезмерно агрессивные и угрожающие. Ответом России было поощрение пророссийских и антиавстрийских настроений в Сербии и других балканских провинциях, что вызвало опасения Австрии по поводу славянской экспансии в регионе. Имперское соперничество подтолкнуло Францию, Германию и Великобританию к борьбе за контроль над Марокко, что привело к кратковременной панике войны в 1911 году. В конце концов, Франция установила протекторат над Марокко, что усилило напряженность в Европе. Второй марокканский кризис стал результатом ввода значительных сил французских войск во внутренние районы Марокко в апреле 1911 года. Германия отреагировала отправкой корабля в марокканский порт 1 июля 1911 года. Главным результатом стали более глубокие подозрения между Лондоном и Берлином и более тесные военные связи между Лондоном и Парижем. Британская поддержка Франции во время кризиса укрепила отношения с Францией и Россией, усилила англо-германское отчуждение и углубила разногласия, которые вспыхнут в 1914 году. Кризис был частью пятилетней борьбы внутри британского кабинета между радикальными изоляционистами, империалистическими интервентами, либеральной партией. Интервенты стремились использовать тройственную антанту для сдерживания немецкой экспансии. Радикальные изоляционисты добивались согласия на официальное одобрение кабинетом министров всех инициатив, которые могли привести к войне. Однако к интервентам присоединились два ведущих радикала Дэвид Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль. Знаменитая речь Ллойд Джорджа в особняке от 21 июля 1911 года разозлила Германию и ободрила Францию. Кризис побудил министра иностранных дел Великобритании Эдуарда Грея, либерала и французских лидеров заключить секретное военно-морское соглашение, согласно которому Королевский военно-морской флот будет защищать северное побережье Франции от нападения Германии, а Франция согласилась сосредоточить французский военно-морской флот в западном Средиземноморье и защищать там британские интересы. В Итало-турецкой войне королевство Италия нанесло поражение Османской империи в Северной Африке в 1911-12 годах. Италия легко захватила важные города, но ее армии не удалось продвинуться далеко вглубь. Италия захватила Османскую Триполитанию, и теперь главное значение Первой мировой войны заключалось в том, что стало ясно, что ни одна великая держава, по-видимому, не желала поддерживать Османскую империю, что проложило путь к Балканским войнам. Кристофер Кларк заявил, Италия начала захватническую войну с африканской провинцией Османской империи, запустив цепочку оппортунистических нападений на османские территории по всему Балканскому полуострову. Система географического равновесия, которая позволяла сдерживать локальные конфликты, была уничтожена. Балканские войны были двумя конфликтами, имевшими место на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе в 1912 и 1913 годах. 4 балканских государства победили Османскую империю в Первой войне. Одно из них, Болгария, потерпела поражение во Второй войне. Османская империя потеряла почти всю свою территорию в Европе. Австро-Венгрия, хотя и не участвовала в боевых действиях, была ослаблена, поскольку значительно расширившееся королевство Сербия настаивало на объединении всех южных
славян. Балканские войны усилили международную напряженность между Россией и Австро-Венгрией. Это также привело к усилению Сербии и ослаблению Османской империи и Болгарии, которые в противном случае могли бы удержать Сербию под контролем, нарушив таким образом баланс сил в Европе по отношению к России. Первоначально Россия согласилась избежать территориальных изменений, но позже, в 1912 году, она поддержала требования Сербии. Многие были против требований Сербии. Сербское правительство потерпело неудачу, потребовало перераспределения трофеев Первой Балканской войны, и России не удалось заставить Сербию отступить. Сербия и Греция объединились против Болгарии, которая ответила превентивным ударом по их войскам, и таким образом началась Вторая Балканская война. Болгарская армия быстро распалась, Балканские войны подорвали союз Германии с Австро-Венгрией. Отношение правительства Германии к просьбам Австро-Венгрии о поддержке против Сербии изначально было разделенным и непоследовательным. После заседания Германского военного совета от 8 декабря 1912 года стало ясно, что Германия не готова поддержать Австро-Венгрию в войне против Сербии и ее вероятных союзников. Кроме того, немецкая дипломатия до, во время и после Второй Балканской войны была прогреческой, прорумынской, выступала против растущих проболгарских симпатий Австро-Венгрии. Результатом стал огромный ущерб отношениям между обеими империями. В сентябре 1913 года стало известно, что Сербия вторгается в Албанию, а Россия ничего не делает, чтобы сдержать это. Сербское правительство не будет гарантировать уважение территориальной целостности Албании. В итоге Сербии был направлен ультиматум. В нем содержалось требование к Сербии эвакуироваться из Албании в течение 8 дней. После того, как Сербия подчинилась, Казер нанес поздравительный визит в Вену, чтобы попытаться исправить часть ущерба, нанесенного ранее. К тому времени Россия в основном оправилась от своего поражения в русско-японской войне, и расчеты Германии и Австрии были продиктованы опасением, что Россия в конечном итоге станет слишком сильной, чтобы ей можно было бросить вызов. Вывод состоял в том, что любая война с Россией должна была начаться в течение ближайших нескольких лет, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Первоначально франко-русский альянс был создан для защиты Франции и России от нападения Германии. В случае такого нападения оба государства провели бы совместную мобилизацию, поставив Германию перед угрозой войны на 2 фронта. Однако на альянс были наложены ограничения, так что по сути он носил оборонительный характер. На протяжении 1890-х и 1900-х годов французы и русские ясно давали понять, что границы альянса не распространяются на провокации, вызванные авантюрной внешней политикой друг друга. Например, Россия предупредила Францию, что альянс не будет действовать, если французы спровоцируют немцев в Северной Африке. Точно так же французы настаивали на том, что русские не должны использовать альянс для провоцирования Австро-Венгрии или Германии на Балканах, что Франция не признает на Балканах жизненно важный стратегический интерес для Франции или России. Но все изменилось. В конце 1911 года, особенно во время Балканских войн, мнение Франции изменилось, и она признала важность Балкан для России. Более того, Франция четко заявила, что если в результате конфликта на Балканах разразится война между Австро-Венгрией и Сербией, Франция поддержит Россию. Таким образом, характер альянса изменился, и Сербия теперь стала важным фактором безопасности для России и Франции. Война на Балканах, независимо от того, кто начал такую войну, привела бы к тому, что Альянс отреагировал бы, рассматривая конфликт как казус федерис, спусковой механизм для Союза. Кристофер Кларк описал это изменение как очень важное событие в системе, которое сделало возможными события 1914 года. Отто также согласен с тем, что Франция стала значительно менее заинтересована в сдерживании России после австро-сербского кризиса 1912 года и стремилась подбодрить Россию против Австрии. Российский посол передал послание Пуанкаре, в котором говорилось, что если Россия начнет войну, Франция также начнет войну. Это был кризис, вызванный назначением офицера императорской армии Германии Отто Лимана фон Сандерса командовать первым армейским корпусом Османской империи, охранявшим Константинополь и последующими возражениями России. В ноябре 1913 года министр иностранных дел России Сергей Сазонов пожаловался в Берлин, что миссия Сандерса была открыта враждебным актом.
В дополнение к угрозе внешней торговли России, половина которой проходила через турецкие проливы, миссия подняла вопрос о возможности нападения Османской империи под руководством Германии на российские черноморские порты, и это поставило под угрозу планы России по экспансии Восточной Анатолии. Было достигнуто компромиссное соглашение о назначении Сандерса на менее высокопоставленную и менее влиятельную должность генерального инспектора в январе 1914 года. Когда началась война, Сандерс оказал лишь ограниченную помощь османским войскам. Историки предупреждают, что в совокупности предшествующие кризисы не следует рассматривать как аргумент в пользу того, что Европейская война была неизбежна в 1914 году. Хотя миссия Халдейна в феврале 1912 года не смогла остановить англо-германскую гонку военно-морских вооружений, однако она внезапно приостановилась в конце 1912 года, когда Германия сократила свой военно-морской бюджет. В апреле 1913 года Великобритания и Германия подписали соглашение по африканским территориям Португальской империи. Русские снова стали угрожать британским интересам в Персии и Индии. Британцы были глубоко раздражены несоблюдением Санкт-Петербургом условий соглашения, заключенного в 1907 году, и начали чувствовать, что какое-нибудь соглашение с Германией могло бы послужить полезным исправлением положения. Несмотря на печально известное интервью 1908 года в The Daily Telegraph, в котором подразумевалось, что кайзер Вильгельм хотел войны, он стал рассматриваться как хранитель мира. После марокканского кризиса англо-германские войны в прессе, ранее являвшиеся важной чертой международной политики в течение первого десятилетия века, практически перестали упоминаться. В начале 1913 года Герберт Генри Асквит заявил: общественное мнение в обеих странах, похоже, указывает на тесное и дружеское взаимопонимание. Прекращение гонки военно-морских вооружений, ослабление колониального соперничества и расширение дипломатического сотрудничества на Балканах – все это привело к улучшению имиджа Германии и Великобритании накануне войны. Британский дипломат Артур Николсон писал в мае 1914 года: «С тех пор, как я работаю в Министерстве иностранных дел, я не видел таких спокойных вод». Немецкий посол Карл Макс Лихновский выразил сожаление по поводу того, что Германия действовала поспешно, не дождавшись британского предложения о посредничестве в июле 1914 года, чтобы получить шанс. Привет! Я продолжаю говорить о причинах Первой мировой войны. Это вторая и последняя часть. Левые партии, особенно социал-демократическая партия Германии, добивались значительных успехов на федеральных выборах в Германии в 1912 году. В правительстве Германии по-прежнему доминировали прусские юнкеры, которые опасались усиления левых партий. Фриц Фишер, как известно, утверждал, что класс юнкеров намеренно стремился к внешней войне, чтобы отвлечь население и заручиться патриотической поддержкой правительства. Действительно, один немецкий военачальник Мориц фон Линкер, глава военного кабинета, хотел войны в 1909 году, потому что это было желательно для того, чтобы избежать трудностей внутри страны и за рубежом. Лидер консервативной партии Эрнст фон Хайдебранд und der Lasse предположил, что война укрепила бы патриархальный порядок. Другие авторы утверждают, что немецкие консерваторы неоднозначно относились к войне, опасаясь, что проигрыш в войне будет иметь катастрофические последствия, и полагали, что даже успешная война может оттолкнуть население, если она будет длительной или трудной. Сцены массовой военной эйфории часто подделывались в пропагандистских целях, и даже те сцены, которые были подлинными, не отражали настроение населения
в целом. Многие немцы жаловались на необходимость соответствовать царившей вокруг них эйфории, что позволило более поздним пропагандистам при нацистском режиме, в общем при Гитлере, создать образ национальной самореализации, позже разрушенный предательством и подрывной деятельностью военного времени, кульминацией которых стал предполагаемый удар в спину армии социалистами. В общем, создана была легенда об ударе ножом в спину, объяснявшая поражение Германии в Первой мировой войне обстоятельствами не военного, а внутриполитического характера. Аргумент о том, что Австро-Венгрия была умирающим политическим образованием, исчезновение которого было лишь вопросом времени, был использован во многих отношениях. Историк Кларк утверждает, оценка перспективы Австро-Венгерской империи накануне Первой мировой войны остро ставит нас перед проблемой временной перспективы. Крах империи на фоне войны и поражения в 1918 году наложил отпечаток на ретроспективный взгляд на земли Габсбургов, затмив картину предзнаменованиями неминуемого и неотвратимого упадка. Это правда, что в австро-венгерской политике в десятилетия, предшествовавшей войне, все больше доминировала борьба за национальные права 11 официальных национальностей империи, однако до 1914 года радикальные националисты, стремившиеся к полному отделению от империи, все еще составляли незначительное меньшинство, и политическая турбулентность Австро-Венгрии была скорее шумной, чем глубокой. Фактически, за десятилетия до войны земли Габсбургов прошли через фазу мощного, широко распространенного экономического роста. Большинство жителей ассоциировали Габсбургов с преимуществами упорядоченного управления, государственного образования, социального обеспечения, санитарии, верховенства закона и поддержания сложной инфраструктуры. Кристофер Кларк утверждает, процветающая и относительно хорошо управляемая империя демонстрировала удивительную стабильность среди потрясений. Кризисы приходили и уходили, казалось, не угрожая существованию системы как таковой. Ситуация всегда была, как язвительно заметил австрийский журналист Карл Краус, отчаянной, но несерьезной. Джек Леви и Уильям Маллиган утверждают, что смерть Франца Фердинанда сама по себе была важным фактором, способствовавшим перерастанию июльского кризиса в войну, поскольку был убит влиятельный сторонник мира, и таким образом это способствовало все более воинственному процессу принятия решений. Основными целями сербской политики были: первая – солидарность с Россией по вопросу экспансии Сербии в ходе Балканских войн, и вторая – осуществление мечты о Великой Сербии. Великая Сербия – это националистическая идея пансербизма сербских радикалов и редентистов. В основе этого лежала культура крайнего национализма. Кларк утверждает, однако, видение Великой Сербии было не просто вопросом государственной политики или даже пропаганды. Это было глубоко вплетено в культуру и идентичность сербов. Сербская политика осложнялась тем фактом, что главными действующими лицами в 1914 году были как официальное сербское правительство во главе с Николаем Пашичем, так и сторонники Черной руки. Черная рука, данная националистическая организация, верила, что в Великой Сербии можно добиться, спровоцировав войну с Австро-Венгрией террористическим актом. Официальная позиция правительства заключалась в том, чтобы избежать конфликтов, и эта официальная политика была отложена из-за политической необходимости одновременно и тайно поддерживать мечты о великом сербском государстве в долгосрочной перспективе. Сербское правительство сочло невозможным положить конец махинациям Черной руки из-за боязни, что оно само будет свергнуто. Кларк утверждает, сербские власти частично не хотели, а частично не смогли подавить ирредентистскую деятельность, которая в первую очередь привела к убийствам. Россия склонялась к поддержке Сербии и поощряла Сербию сосредоточить свой ирредентизм против Австро-Венгрии. Имперское соперничество и последствия поиска имперской безопасности или имперской экспансии имели важные последствия для истоков Первой мировой войны. Имперское соперничество между Францией, Великобританией, Россией и Германией сыграло важную роль в создании тройственной антанты и относительной изоляции Германии. Имперский оппортунизм в форме нападения Италии на провинции Османской империи также способствовал Балканским войнам, которые изменили баланс сил на Балканах в ущерб
Австро-Венгрии. Некоторые историки считают, что Германия создала свою собственную дипломатическую изоляцию в Европе из-за агрессивной и бессмысленной имперской политики, известной как мировая политика. Другие, такие как Кларк, считают, что изоляция Германии была непреднамеренным следствием разрядки в отношениях между Великобританией, Францией и Россией. В любом случае, изоляция была важна, поскольку не оставляла Германии иного выбора, кроме как вступить в более тесный союз с Австро-Венгрией, что в конечном итоге привело к безоговорочной поддержке карательной войны Австро-Венгрии против Сербии во время июльского кризиса. Бисмарк поддерживал колонизацию Франции и Африки, потому что это отвлекало французское правительство от континентальной Европы и от идеи реваншизма после 1870 года. Новый курс Германии во внешней политике был принят в 1890-х годах после отставки Бисмарка. Его целью было превратить Германию в мировую державу посредством напористой дипломатии, приобретения заморских колоний и развития крупного военно-морского флота. Некоторые историки полагают, что следствием данной политики, связанной с ней напористости Германии, была ее изоляция. Возражения Германии против растущего влияния Франции в Марокко в 1904-1907 годах помогли укрепить тройственную антанту. Англо-германская военно-морская гонка также изолировала Германию, усилив предпочтение Британии соглашениями с соперниками Германии, Франции и России. Великобритания и Франция подписали ряд соглашений в 1904 году. Самое главное, была предоставлена свобода действий Великобритании в Египте и Франции в Марокко. Равным образом, Англо-Русская конвенция 1907 года значительно улучшила британо-российские отношения, укрепив границы, которые определили соответствующий контроль в Персии, Афганистане и Тибете. Союз между Великобританией, Францией и Россией стал известен как Тройственная антанта. Однако Тройственная антанта задумывалась не как противовес Тройственному союзу, а как формула обеспечения имперской безопасности между тремя державами. Влияние Тройственной антанты было двояким: улучшение отношений Великобритании с Францией и ее союзницей Россией, демонстрация важности для Британии хороших отношений с Германией. Кларк утверждает, что не антагонизм по отношению к Германии стал причиной ее изоляции, а скорее то, что сама новая система направляла и усиливала враждебность по отношению к Германии. Итало-турецкая война 1911-12 годов велась между Османской империей и королевством Италии в Северной Африке. Война ясно показала, что ни одна великая держава по-прежнему не желала поддерживать Османскую империю, что проложило путь к Балканским войнам. Когда Франция попыталась значительно расширить в Марокко свое влияние без согласия других сторон, Германия выступила против. Целью немецкой политики было вбить клин между Великобританией и Францией. Но это произвело противоположный эффект, и Германия оказалась в дипломатической изоляции прежде всего из-за отсутствия поддержки Италии, несмотря на то, что она входила в Тройственный союз. Французский протекторат над Марокко был официально установлен в 1912 году. Социальный дарвинизм был псевдонаучной теорией эволюции человека. Он повлиял на многих европейских интеллектуалов и мыслителей-стратегов с 1870 по 1914 год. В теории подчеркивалось, что борьба между нациями и расами естественна, и что только наиболее приспособленные нации заслуживают выживания. Это придало импульс самоутверждению Германии как мировой экономической и военной державы, нацеленной на конкуренцию с Францией и Великобританией за мировое господство. Немецкое колониальное правление в Африке с 1884 по 1914 год было выражением национализма и морального превосходства. Этот подход высветил российские взгляды на человечество. Немецкая колонизация характеризовалась использованием репрессивного насилия во имя культуры и цивилизации. Культурно-миссионерский проект Германии хвастался тем, что его колониальные программы были гуманитарными и образовательными. Более того, по словам историка Майкла Шуберта, широкое признание социального дарвинизма интеллектуалами оправдывало право Германии на приобретение колониальных территорий как вопрос выживания наиболее приспособленных.
Модель предлагала объяснение того, почему некоторые этнические группы, которые тогда назывались расами, так долго были антагонистичны. Они были естественными соперниками, обреченными на столкновение. Высокопоставленные немецкие генералы, такие как Хельмут и Иоганнес Людвиг фон Мольтке, в апокалиптических выражениях утверждали о необходимости для немцев бороться за свое существование как народа и культуры. В июле 1914 года австрийская пресса описывала Сербию южных славян в терминах, которые во многом были обязаны социальному дарвинизму. В 1914 году немецкий экономист Иоганн Пленге описал войну как столкновение между немецкими идеями 1914 года «долг, порядок, справедливость» и французскими идеями 1789 года «свобода, равенство и братство». Уильям Маллиган утверждает, что англо-германский антагонизм был связан со столкновением двух политических культур, а также с более традиционными геополитическими и военными проблемами. Британия восхищалась Германией за ее экономические успехи и обеспечение социального обеспечения, но также считала Германию нелиберальной, милитаристской и технократической. Война рассматривалась как естественный, жизнеспособный или даже полезный инструмент политики. Войну сравнивали с тонизирующим средством для больного пациента или спасительной операцией по вырезанию пораженной плоти. Поскольку война была естественной для некоторых лидеров, это был просто вопрос времени, и поэтому было бы лучше начать войну, когда обстоятельства были наиболее благоприятными. Мольтке: «Я считаю войну неизбежной», так заявил Мольтке в 1912 году. Чем скорее, тем лучше. В немецких правящих кругах война рассматривалась как единственный способ омолодить Германию. Считалось, что Россия становится сильнее с каждым днем, и считалось, что Германия должна нанести удар, пока еще может, прежде чем она будет раздавлена Россией. Национализм превратил войну в соревнование между народами, нациями или расами, а не королями и элитами. Социальный дарвинизм привносил в конфликт ощущение неизбежности и преуменьшал значение дипломатии или международных соглашений для прекращения военных действий. Он имел тенденцию прославлять войну, проявление инициативы и роль мужчины-воина. Социальный дарвинизм сыграл важную роль по всей Европе. Он сыграл решающую непосредственную роль в стратегическом мышлении некоторых важных членов австро-венгерского правительства. Таким образом, социальный дарвинизм нормализовал войну как инструмент политики и оправдал ее использование. К 1870-80 годам все крупные державы готовились к крупномасштабной войне, хотя никто ее не ожидал. Британия пренебрегала своей небольшой армией и сосредотачивалась на продвижении Королевского военно-морского флота, который был уже сильным. Германия, Франция, Австрия, Италия, Россия и некоторые более мелкие страны ввели системы призыва на военную службу, при которых молодые люди отслужат в армии от 1 до 3 лет, а затем проведут следующие 20 лет или около того в резерве с ежегодными летними тренировками. Мужчины с более высоким социальным статусом становились офицерами. Каждая страна разработала мобилизационную систему для быстрого сбора резервов и отправки их в ключевые пункты по железной дороге. Каждый год генеральные штабы обновляли и расширяли свои планы с точки зрения сложности. Каждая страна накапливала оружие и припасы для армии, которая исчислялась миллионами. В 1874 году в Германии была регулярная профессиональная армия численностью 420 тысяч человек, с дополнительными резервами в 1,3 миллиона человек. К 1897 году численность регулярной армии составляла 545 тысяч человек, а резервистов 3,4 миллиона. Во Франции в 1897 году было 3,4 миллиона резервистов, в Австрии 2,6 миллиона, а в России 4 миллиона. Численность вооруженных сил увеличивалась. Например, изменения в законодательстве о воинской повинности во Франции в 1913 году привели к увеличению численности французских вооруженных сил накануне конфликта. Различные национальные военные планы были доведены до совершенства к 1914 году, но Россия и Австрия уступали по эффективности. Последние войны с 1865 года, как правило, были короткими. Все военные планы предусматривали решительное наступление и предполагали, что победа придет после короткой войны. Ни один из них не предусматривал потребности в продовольствии и боеприпасах в условиях длительного тупика, который фактически сложился с 1914 по 1918 год. Как выразился Дэвид Стивенсон, самоподкрепляющийся цикл повышенной военной готовности был важным элементом конъюнктуры, которая привела к катастрофе. Гонка вооружений была необходимой предпосылкой для начала военных действий. Историки спорят о роли наращивания военно-морского флота Германии как основной причиной ухудшения англо-германских отношений. В любом случае, Германия так и не приблизилась к тому, чтобы догнать
Великобритании. Основные цели России включали усиление роли Санкт-Петербурга как защитника восточных христиан на Балканах, таких как Сербия. Хотя Россия наслаждалась быстро развивающейся экономикой, растущим населением и крупными вооруженными силами, ее стратегическому положению угрожала расширяющаяся османская армия, подготовленная немецкими экспертами и использующая новейшие технологии. Традиционные повествования о войне предполагают, что когда война началась, обе стороны верили, что война быстро закончится. Риторически говоря, ожидалось, что война закончится к Рождеству в 1914 году. Это важно для понимания истоков конфликта, поскольку предполагает, что поскольку ожидалось, что война будет короткой, государственные деятели, как правило, не воспринимали серьезность военных действий так серьезно, как они могли бы это сделать в противном случае. Современные историки предлагают подход с нюансами. Существует достаточно свидетельств того, что государственные деятели, военачальники считали, что война будет длительной, ужасной и будет иметь глубокие политические последствия. Хотя это правда, что все военачальники планировали быструю победу, многие военные и гражданские лидеры признавали, что война может быть долгой и крайне разрушительной. Главные немецкие и французские военачальники ожидали долгой войны. Мольтке надеялся, что если разразится европейская война, она будет разрешена быстро, но он также допускал, что она может затянуться на годы, сея неизмеримые разрушения. Многие писали о приближении Армагеддона, а французские и российские генералы говорили о войне на уничтожении и конце цивилизации. Министр иностранных дел Великобритании, как известно, заявил всего за несколько часов до объявления Британии войны: лампы гаснут по всей Европе, мы больше никогда в жизни их не увидим зажженными. Кларк заключил: в умах многих государственных деятелей надежда на короткую войну и страх перед долгой, казалось, нейтрализовали друг друга, сдерживая более полное осознание рисков.